А как ты узнала всю эту историю? Интервью. Если Что? это Моссад, я буду рада знать, что он где-то живой, что он хотя бы живой. Он был с оружием, я была с пистолетом. После похороны это мне в голову дошло. Она, когда положила руку на лицо, она мне орет: «Мама, папа холодный». У него реально есть диагноз, да? Диагноз поставили после смерти. Он постоянно мне говорил: «Я жалею, что я приехал домой. Я жалею, что я вас спас». Один из фейков, что И 2 недели перед его самоубийством. И как он сказал, как я сказала сейчас, он реально по ночам не будет вставать. можешь рассказать, что было в этой записке? Я могу вам показать. Можешь показать? Можем ее показать? Игорь Пивнев, полицейский. Герой, который 7 октября ликвидировал 13 террористов по дороге домой. 19 апреля 2025 года на нашем канале вышло его интервью. Как оказалось, последнее. 13 мая того же года Игорь покончил с собой. Жена Игоря, Хэн, впервые после трагедии решила дать подробное эксклюзивное интервью нашему каналу об Игоре и обстоятельствах его смерти. Мы узнали все и даже больше, чем могли себе представить. Хэн, Мгм. спасибо большое, что согласилась на это интервью. И у меня такие, знаешь, двоякие сейчас эмоции, впечатления, потому что еще совсем недавно мы сидели здесь с Игорем и записывали с ним интервью, которое вот вышло на нашем канале, и любой желающий может посмотреть. Я очень рад, что Игорь остался запечатлен в том фильме, который мы с ним делали. Вот давай начнем немножко сначала, потому что я тебе скажу от себя, когда мы познакомились с Игорем, мы общались до съемок, после съемок, ты знаешь, и видя разного рода посты про Игоря, у меня точно такое же впечатление, что Игорь был веселым, классным, простым парнем. То есть таким простым, клевым парнем, что мы и смеялись после съемок, и болтали. Вот от тебя хочется услышать. Расскажи нам, какой был Игорь. Игорь, он был веселый всегда. Он никогда, знаешь, никогда не ругался, никогда не орал, не повышал голос. Был нежный. Мы когда познакомились, он был весь такой: «Давай сделаем то, поедем туда на мотоцикле, поедем на Мертвое море». Он не мог сидеть на месте. А я вся такая лень, я лентяйка. «Зайка, не хочу, вот давай просто дома поваляемся». Он: «Нет, надо куда-то поехать, мне скучно, мне то, мне то». И когда дети появились, он был потрясающим отцом. Он все делал: купал, кормил, одевал, уроки с ними делал, шутил с ним, давал им, что они его накрасили. Он сидел на диване, и девочки приходили с макияжем: «Ой, папа, давай тебя накрасим». Он такой: «Давай». Сидит весь накрашенный, лак ему намазали. И он забывал иногда, что он накрашенный, и шел так на смену. Он приезжал на смену, и на меня злой, знаешь, звонит такой: «Что ты мне не сказала, что я накрашенная?» «Ты дал, что тебя покрасили». Я думаю, что ты знаешь. «Нет, я вот человека остановила, он ржет, я не могу понять, почему». А я смотрю в зеркало, я накрашенный, с ногтями. Полицейский. Он такой смешной был. И почему ты не улыбаешься? Надо улыбаться больше. Хэн, ты вся такая злая, вся такая... Я говорю: «Зай, я это я, ты это ты. Давай это поймем». И всегда, когда он заходил к друзьям или на работе, он всегда шутки там рассказывал, всегда что-то там им то кому-то по голове, то кому-то по ноге, то кому-то там ты такой. Ну, вам покажу потом полно видео там с ребятами с работы, шутки полно. Одна девочка с ним много работала, Мишель, и она его постоянно снимала. Он говорит: «Я посылаю твоей жене, что же ты творишь на работе». И она мне ночью посылала, что они делают патруль, и он ходит впереди, она ему поет песню, и он берет его этот фонарик, и он берет, ставит в рот
поворачивается к ней и ее пугает. И она там вообще, камера полетела, короче. Вот, скажет своему мужу, пусть успокоится уже, я с ним инфаркт получу. И он постоянно с ней такое творил. С большим чувством юмора, да, был? Да, да, очень. И любил розыгрыши, видимо. А потом он всегда был таким, до последнего. לא, אבל צריך את הפזמון. מצוין. לך הביתה מוטי, שלום ותודה. Та самая дата 7 октября, о чем мы с ним здесь говорили, это было длинное интервью. Мы знаем о героизме Игоря, он подробно об этом рассказывал, через что он проходил, что 13 террористов он ликвидировал, тем самым спас, я думаю, огромное количество жизней людей. То есть он убил и пулеметчиков тех, с автоматчиков, кто с этих джипов расстреливал мирных жителей. Но история в том, что он как раз ехал домой к вам, к семье, именно вас спасать, вас защищать. Но мы знаем историю с его стороны. И вот интересно узнать с твоей стороны, вот тот день. Я сейчас не прошу рассказать про день ракеты, вот эта стрельба, а именно ваша коммуникация с Игорем, когда он ехал к тебе, вы созванивались, о чем вы говорили, потому что в том интервью он сказал, что он не все тебе договаривал. Нет, и... Он молчал, что происходит на самом и деле. у нас с Игорем в этот же день мы перестали общаться около 7 утра. Он не со мной общался, он общался с друзьями, не со мной. У меня сел телефон, и там было еще пару сообщений, но больше, чем он общался, это было с друзьями, не со мной. Но вы созванивались? Я не помню время, но немного. Но ты знала, что происходит, что он двигается домой? Он мне сказал, когда я ему позвонила в 6:20, и сказала, что у нас первая сирена. Я ему сказала, зайка, у нас так и так. Он говорит, ну, ты знаешь, мы привыкли, возьми младшую, зайди в МАМАД и жди там. Я такая, хорошо. А у нас потом в 6:30, еще раз, потом в 6:40 у нас свет упал. Не было света. Я ему звоню, говорю, зай, так, нету света, и вот тут много шума, много... Слышишь, что что-то не то. И он говорит, что он сейчас позвонит нашему хозяину и проверит, что, потому что наш хозяин был, как сказать... Отряд самообороны, да? Да. Угу. И он мне сказал, зай, да, такое происходит, есть хадира, ну, как сказать, ну, зашли к нам. Зашли да, вторжение. Зашли. Сейчас они придут, тебя заберут из дома и тебя переведут к соседке, что ты не была одна. А хорошо. И потом еще 2 раза мы созвонились, что они ему сказали, что они меня вытащили из дома к соседке. Все. То есть, что происходило по дороге, ты... С Игорем. Не знал, ты знала, что он едет к вам. Я знала, что он мне сказал, зайка, я выехал с работы, я по дороге к вам буду. Я такая, знаешь, успокоив, что Игорь едет ко мне, спокойно. То есть была полная уверенность, что он доедет, все нормально. Пока не пришли первые слухи насчет дороги, да. Про это расскажи, пожалуйста, что ты имеешь в виду. Я когда пряталась с соседкой, она получала сообщение, у нее была зарядка, у меня не было. И мы получаем, что была это Нова, и что там что-то происходит, и много погибших. И от нашего мошава поехал тоже отец спасать сына и племянника. И он не вернулся. И ты понимаешь, что на этой дороге люди погибают. Я говорю себе в голове, если Игорь едет домой, он на этой трассе едет, потому что это единственная трасса. И у тебя в голове Игорь, он первый выйдет, он первый поможет, он первый, кто пойдет в бой.
и ты понимаешь, что или он мертв уже, и ты только ждешь, что тебе полиция позвонила сказать, но потом ты еще думаешь, будет что похоронить, полиция вообще позвонит, будет тело, не будет, его забрали в Газу, не забрали, похитили, не похитили. У тебя в голове уже все, потому что ты знаешь своего мужа. Ты знаешь, что он не тот, что он спрятается и ничего не сделает. Он сразу пойдет и все сделает, чтобы помочь. И я вся такая на нервах была, и она меня постоянно успокаивала. И потом днем это было, что я не знаю время. Мы не смотрели на время, и днем соседка мне орет: Хен, иди сюда, выходи с мамада. Говорю, не хочу выходить, страшно, там нельзя выходить с мамада. Она говорит, нет, она вышла с мамада первой, потому что она хотела в туалет. Она быстро вышла, я была с детьми, и она мне орет: выходи. А я такая, что случилось? И Игорь стоит в доме у нее, стоит с этим... В бронежилете. Да, бронежилете, каска, вот это все с оружием, вот это грязный. И он стоит и на меня смотрит, я на него смотрю, и я жив. И он выходит из квартиры, он пошел помогать, и все. И он помогал в нашем Мушаве. И вот так после этого, когда мы уже выезжали, 8 октября мы тут выезжали в обед, когда дали разрешение, нам сказали ехать как-то не через трассу, а сзади. А Игорь, я думаю, как привычка, он поехал на эту трассу. И мы поднялись на эту трассу, и он весь такой... Он дал мне пистолет, он был с оружием, я была с пистолетом. Он говорит, Зай, ты же знаешь, ты моя жена. Я говорю, да. Он мне открыл окно, и свое окно тоже открыл. Мы детей укрылись очень большое одеяло, такое тяжелое одеяло. Папа им сказал, не поднимайте голову, пока мы не доедем. Мы выехали на эту трассу, и Зая говорит, ты тут, я тут. Я говорю, окей, я вся такая, не понимаю, что надо делать. И мы едем, и все эти ужасы на этой дороге. И мы проезжаем около, я думаю, кибуца Нир-Ицхак. И там солдаты на дороге стреляют, и там было что-то... Шел бой. Да, бой. И Игорь вышел быстро с машины. И он выходит, и он говорит, Зай, ты тут? Не выходишь. А я такая с пистолетом, что делать? И он вышел, помог, там что-то произошло, 5 минут взяло, знаешь, это быстро что-то было. То есть тоже перестрелка? Да, они там была. стреляли, там что-то творилось. Я вся такая, он потом вернулся в машину, мы начали ехать в сторону Бершеву, Цейлим, это база Цейлим, и мы, не доезжая Цейлим, у нас заканчивается бензин. Вау. У нас там осталось 20 километров, мало. И Игорь говорит, Хен, надо возвращаться обратно, надо бензин. Я говорю, я туда не возвращаюсь, смотри, там мы еще проехали, там была военная машина, вся сгоревшая, из запаха оттуда шел, что там солдаты погибли, это было ужасно, там такой запах стоял. И мы когда проехали, я Игорь говорю, то, что я думаю, он говорит, Зай, да. И мы это проехали, и он потом, когда сказал, что надо обратно, я говорю, нет, я пойду пешком. Он говорит, Зай, нельзя пешком идти, они везде. Он поехал назад, мы заехали на станцию Орим. Когда ты заезжаешь, там полно солдатов. И ты сперва не знаешь, это наши или не наши. И у Игоря, знаешь, он начал что такое, не выходи, я проверю, если это наши. Потому что он мне сказал, что много крали форму. Да. И я говорю, окей. Он такой, Зай, пока я не возвращаюсь, ты не выходишь с машины. Окей, он вышел. Я когда увидела, что один из них, солдатов, не знаю, кто это был, на него положил руку, Игорь такой вздохнул. Я поняла, что это наш. Он, знаешь, как будто успокоился. Мы быстро наполнили бак и поехали в сторону Рамли.
на шестой дороге. Знаешь, как будто на шестой дороге ничего нет. Сразу по-другому, да? Все тихо, знаешь, все, как будто ты в другой стране, как будто это не было, как будто мы с Игорем, я еще с пистолетом, да, а он тоже, а мы такие сидим, Зай, я думаю, что тут не надо, он такой, я не знаю, Зай, нет, пока мы не доедем, нет. Мы доехали к друзьям, я помню, что наши друзья ждали нас внизу, мы доехали, мы поднимаемся к ним, и Игорь выходит на балкон, курит много. Я ему говорю, Зай, давай искупаемся, знаешь, чтобы снять все это, запах и это все. И он такой, Зай, подожди, мне надо... А дети, как, можно телевизор, как будто, знаешь, еще не поняли, что было. Дети спокойно перенесли Да, вот да. это. Они не понимали ничего. Ну, они чуть-чуть, когда слышали выстрелы, они испугались, но папа им говорил, Игорь говорил им, это папа стреляет, это все хорошо, они успокоились. Они знали, что это папа у нас хороший солдат для них, хороший полицейский, нормально. Когда они слышали, когда арабы говорили, они испугались, знаешь, они орут же, там все было в криках. И мы приехали к ним, и он покурил, я пока пошла скупалась. Потом он пошел скупался, но он долго купался. Он, думаю, 2 часа. Я думаю, он понял, что он прошел. И мы сидели на балконе потом, и я видела, что он хочет мне рассказать. Но я ему сказала, что я в этом моменте не могу услышать то, что он прошел, что для меня это будет стресс, и что так я очень боялась за него. Я очень боялась потерять его. Я уже в голове думала, что он мертвый. Я сказала, Зай, помоги мне не упасть, потому что если я упаду, я знаю, что ты тоже упадешь за мной. Я не хочу. Я сказала, когда придет время, я сяду с тобой, я все услышу. Но вот сейчас я не могу. Я позвала нашего друга, и он с ним поговорил. Я не знаю, если они об этом говорили, но я вышла с балкона, и они там сидели и разговаривали. А когда он тебе первый раз рассказал, что произошло 7-го? Никогда. Не рассказывал? А как ты узнала всю эту историю? Интервью. Через интервью только ты узнала? Я могу вам сказать, что я даже не всех слышала. Я знаю, что мне будет очень тяжело слышать то, что он прошел, потому что мне тяжело понять, что он должен был это пройти. Потому что он постоянно мне говорил, я жалею, что я приехал домой. Я жалею, что я вас спас. Не за то, что нас но он хотел других спасать. Он хотел еще помочь. Мы же потеряли друзей из кибуца, он потерял друзей с Сдерота. И он постоянно говорил, если я бы не ехал к вам, я бы поехал туда. Но я знал, что ты меня дома ждешь. Я знал, что у меня дети. Но я всегда думал, если я поверну туда, а не туда. Если я поеду к ним, я успею вас спасти. Я ему сказала, Зай, ты сделал самое главное, ты спас нас. А он мне всегда говорил, это мне не хватает. Я хотел и спасти друзей, и спасти соседей, и спасти кого я мог. Но потому что я знал, что ты меня ждешь, я не мог это сделать. И я не хотела знать то, что он прошел, потому что я знала, что потом я это возьму на себя, как вину, что я ему не дала спасти других. С первых интервью ты уже, в принципе, услышала? Больше от того, что он пытался мне рассказать, когда мы ехали обратно домой после года. Мы ехали к друзьям обратно, и мы ехали забирать вещи из дома. Когда мы проезжали эту дорогу, он всегда останавливался, ему было плохо. Когда мы проезжали какое-то место там, где погиб один из них, я не могу ехать, но он ехал. Он всегда хотел туда возвращаться.
Я говорю, Зайцев, это тебе делать плохо, зачем? Нет, это делать мне хорошо, я хочу туда ехать. Я хочу вернуться там жить. Он постоянно хотел, а я боялась возвращаться. И 2 недели перед его самоубийством он нашел дом, подписал договор, дал чеки и сказал мне, Зай, мы возвращаемся. Я говорю, это тебе поможет в твое чувство? Он говорит, да. Я такая, я за тобой. Если это тебе поможет, я там. Я боюсь, но я там. Зай, я там. Надо, я это сделаю. Он такой, да, Зай, пожалуйста, я хочу вернуться. Через неделю он нашел этот дом, подписал. Неделю спустя покончил с собой. Ты знаешь, что интересно, вот когда мы с ним общались, вот то самое интервью, которое на канале, я тогда не обратил внимания. Я задал ему вопрос насчет посттравмы, и как. Когда произошла вот эта трагедия, я пересматривал это интервью, там час, по-моему, у нас, раза 3 или 4. Я смотрел другими глазами. То, что я не увидел вот так в беседе, и очень трудно это было догадаться даже. И когда я ему как раз задал вопрос вот по поводу посттравмы, и вот подвел его к этой теме, мне было интересно сильно. Вот можно увидеть в интервью, как я потом увидел, как насколько изменился вот даже его язык тела, да, то есть вот его выправка вот эта вся героическая, это Игорь. А в момент, когда он прям вот согнулся и даже вот из кадра выпал, и я не увидел этого, а в интервью, оказывается, насколько это со стороны было видно, что эта тема действительно его мучила. Вот после всех этих событий, когда он начал об этом говорить, вот эти слова, что он жалеет, что он хочет вернуться, что он мог спасти друзей, это началось сразу или это сразу было? Или попозже это начало проявляться? Это было сразу, то, что он не мог спасти своих друзей и в Дероте, и в кибуце. Но это стало хуже после того, что все его называли герой. Он не любил это слово герой. Он всегда говорил, я не герой, я не герой. Я сделал то, что я мог, то, что я знаю. Я полицейский. Это моя работа, помогать, делать. И его взбесило слово герой. Он приходил домой, я не герой, я не герой, я Игорь, я Игорь. И я сделал свое, то, что я должен был сделать, я сделал. И он винил себя, что он не спас всех. Он говорит, Хен, если я бы смог опять, я бы не поехал к тебе сперва. Я спас бы почти, кого я хотел, и потом поехал, потому что знаю, что ты была в хорошем месте, в спокойном месте, что там все хорошо. Он же не знал сперва, что их словили вовремя, что он боялся. И это понятно. Я ему всегда говорила, Зай, ты спас семью. Это не хватило ему. Неизвестно, чем бы закончилось, если бы он поехал туда, в гущу событий. То есть там мог бы вернуться. Это ему не хватило. Получается, посттравма у Игоря, да. У него реально есть диагноз, да? Диагноз поставили после смерти. Только после его смерти? А до этого вот психологи, психиатры им же занимались? Не было? Может быть, они занимались, но диагноз в письме пришел только после его смерти. Но до смерти им занимались врачи, правильно, или не занимались? Игорь первое время ходил к психологу, а после 15 или 12 сессионов он перестал ходить. А почему? Он мне говорил, что он ходит. Ты скажу, быть полицейским и признать, что ты болен, и признать, что ты должен получать помощь в полиции, на тебя по-другому смотрят. И это проблема в полиции, в армии, это, знаешь, в большом... И когда... Что ты уже какой-то неустойчивый. Да, ты не такой, ты должен выйти с работы, можете забрать оружие, знаешь, на тебя смотрят по-другому. И мужики, как Игорь, что они сильные, и показывают, что они сильные, да? Да. Забрать у них оружие и забрать у них возможность быть полицейским, это для них вся жизнь. А тогда они не говорят.
не просят помощь. Я сам, у меня все нормально, я окей. Он до самой смерти был же полицейским, он не увольнялся. Нет. Вот, кстати, один из фейков, которые вокруг Игоря ходят, их немало, я думаю, сегодня об этом поговорим, с твоего позволения. Один из фейков, что его уволили с работы, потом я читал какие-то публикации, что он сам уволился, потом его обратно приняли, и вот это Нет. вот все. То есть это полная ерунда. Ерунда. Он даже после 7-го нас перевели в Элад, ну, весь район перевели в Элад, и он дальше ехал. Элад, Хеврон, Элад, Хеврон, Элад, Хеврон. Он ехал на работу. Все время. Все время он работал до последнего. Он даже перед самоубийством он приехал с ночной. Он в понедельник вечером, в 6 вечера выехал из дома и вернулся домой во вторник в 9:20 по машине. И в 11:15 покончил с собой. Он был после смены. Он работал до последнего. А как часто у него вот эти разговоры дома поднимались по поводу вот этой всей ситуации 7 октября? Это как-то каждый день, раз в неделю? Или Он дома какими-то перестал волнами? об этом Вообще разговаривать. перестал? Он перестал, что он понял, что разговаривать насчет этого еще возле детей это не то. И я его попросила, что Лека, ты хочешь, что он об этом разговаривает? Давай куда-то поедем, в открытом месте, подыши воздухом. Не дома, потому что дома я чувствовала, что это на него... Стены Да, давят. стены на него давят, и его накрывает. Я ему говорю, позвони другу, поговори с другом, поедь к нему, поговори с ним. Нет. Нет, самый хороший друг его, что он даже в это утро ему позвонил, в 8:30 утра, 8:30 они разговаривали. Игорь сидит в заднем сиденье в машине, они в видео разговаривают всегда, даже в туалете, всегда. И он на него смотрит, и Лерон ему говорит, ты где? Он говорит, я на подвозке еду домой. А Лерон говорит, ты какой-то уставший. А я говорю ему, да, я такой битый сегодня, уставший. Лерон такой, ну тогда поспи, поговорим потом. Все. Скажи, пожалуйста, а вообще предпосылки были к самоубийству? Вот, может быть, возвращаясь в те дни, Когда я воспоминания, возвращаюсь, да. можешь рассказать, какие моменты? День памяти солдат. Мы каждый год едем в нашу школу, там, где мы учились. Так, когда все приезжают, все... И он перед этим он помогал там, он стоял там, разговаривал, помогал построить там стену, все это. И в этот раз мы сидели сзади, последний ряд, и он такой меня обнимает, и на меня, одна дочка на меня, одна на нем. И он такой, следующий год я буду часть церемонии. Я думала, что он возьмет опять какой-то, знаешь, текст сказать, что-то скажет насчет наших друзей, что их больше нет. И он опять сказал, я буду там. На той стороне. На той стороне. А я не поняла. Знаешь, я говорю, Зай, окей. Знаешь, такая, ну да, круто, если ты хочешь. Он такой меня обнял и сказал, да, это будет, как он это сказал? Своим способом. Я буду... И после похороны это мне в голову дошло, что он меня уже готовил к этому. И был еще один раз, что перед ним покончил с собой полицейский Михаил Райцен. И он мне такой говорит, я следующий. А я такая, никакой ты не следующий, ты чё? Он такой, я следующий. Я ему сразу, пойдем к психологу, пойдем это. Он такой, отказать, не делай мне такое. Ты пойдешь к психологу? Он говорит, хорошо, пойду. Все.
А потом ты все понимаешь, что это было его подготовки к этому. И даже друзья не знали, он никому не говорил. Никто, Ник- я тебе говорю, даже в этот день, что мы его нашли, все друзья, кому я звонила, скажи Игорю, что это не смешно, пусть перестает со своими шутками, это не шутка, это не смешно, об этом не смеются. А я им плачу в телефон и говорю, друзья, он реально умер, его нету. Они приехали сюда, никто не мог поверить. Я не дала подвинуть тело, пока они не пришли и поверили, потому что они мне орали в телефон, это не смешно. Они думали, что Игорь разыгрывает. Да, разыгрывает их, как всегда. Никто не мог поверить. Ашкелон. Военное кладбище. Мы заехали к Игорю почтить его память и сдержать свое слово. Дело в том, что всем нашим гостям мы после окончания съемок дарим брелок с гравировкой ОТЭФ. Это как память от нас и знак благодарности. Но когда мы снимали интервью с Игорем, брелков еще не было у нас на руках. Я ему пообещал, как только мы их получим, обязательно заедем, встретимся и подарим обещанный подарок. И вот сегодня мы сдержали свое обещание. А ты можешь этот день рассказать вообще, как происходило? То есть, когда ты пришла домой, что ты увидела? Эм, События того дня. Начну с утра. Мгм. Игорь мне позвонил в 6 утра, он же был на смене, и он меня разбудил на работу. Зайка, вставайте, я на работу. Я говорю, спасибо, Зай. Положи телефон. В 7:35 я его набираю, я ему говорю, Зай, позвони водителю, что забирает Эмильку, она мне делает концерт, не хочет обуться. Он такой, хорошо, Зай. Он позвонил водителю, водитель меня ждал внизу. Я потом ему перезвонила и сказала, Зай, спасибо, что ты позвонил. Он такой, нет проблем, Зай, я скоро выезжаю домой. Все. Больше этого он мне не отвечал. Я ему звоню с работы, он должен был пойти в почту, заплатить какой-то счет. Я ему набираю, человек не отвечает. Я уже разозлилась, что он мне не отвечает, надо заплатить счет, это последний день, вот это-то. И он не отвечает, я звоню уже 20 раз, 30 раз, я уже начала переживать. Может, какая-то авария случилась, может, не доехал домой. И я звоню своей подружке, говорю, Рай, позвони Игорю, он не отвечает. И она как-то не смогла ему позвонить, она была очень занята на работе. Я звоню ему другу, говорю, Лерон, позвони ему, он ему звонит, он не отвечает, никому не отвечает. А это уже все, у меня уже началось все гореть внутри, я не могу понять, я не могу выйти с работы, я не могу оставить садик. И я уже себе накручиваю, может, он ушел, бросил меня, знаешь, вот это все. И он всегда, неважно, если мы поссорились, не поссорились, он всегда забирает меня с работы и детей с садика. Всегда первый, всегда. И он не приехал. Мы его ждем, машины нету. Воспитательница, что работает со мной, говорит, а где Игорь? Я говорю, что? Она говорит, Хен, что с тобой? Я говорю, не знаю, или он ушел, или он умер. Не знаю, у меня какое-то плохое чувство. Она говорит, ты что, это Игорь, может, заснул, он же постоянно уставший, он, наверное, спит на диване с формой. Он же, это же Игорь, ты что, это Игорь. Я говорю, даже когда он спит, он отвечает на телефон такой, алло, я сплю. Он всегда отвечает. И она меня привезла домой, и машина стоит на стоянке. И она такая, видишь, я тебе сказала, он спит, бедный твой муж, ты его толпал. Ты его же замучила, он спит. Я такая, если ты говоришь, знаешь, но я не поверила в это, что он дома. И я поднимаюсь с детьми. И мы слышим, что наша собака лает очень сильно. Я не могу понять, почему, если он дома, что происходит. Я дохожу до дверей, ставлю в ключ, двери открываются. И дети бежат внутрь, она лает, и он лежит на диване.
И дети подходят к нему. Папа, папа, мы пришли, почему ты нас не забрал? Папа, папа, папа. И он не отвечает. И средняя моя Эва подходит к нему и, знаешь, его папа, папа, и он, мама, папа не отвечает. Я говорю, дай ему одну, он встанет, дай ему. Она, когда положила руку на лицо, она мне орет, мама, папа холодный. Я вдруг испугалась, поворачиваюсь к ним, подхожу и вижу, что он не живой уже. Я детей быстро в комнату, я пытаюсь понять, что, пытаюсь его разбудить, я его начала трясти. Я на него ору, Зая, 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 и он не отвечает мне, и он реально мертвый. И весь желтый, такой весь холодный. И Игорь всегда был теплый такой. И я пытаюсь понять, что случилось, потому что нету выстрела, нету чего. Просто человек спит. Я поняла, что у него пистолет на животе. Я начала думать с головой, ну если нету выстрела в голове, нету выстрела, знаешь, как они всегда в шею или... Я начала поднимать кофту. Я поднимаю его кофту, и я вижу, что он выстрелил в сердце. И когда я это понимаю, и там уже все было черное, я уже его просто положила на пол. Я его сняла с дивана, положила на пол и начала звонить другу. И я звоню другу, я ему ору в телефон, что он мертвый. И он говорит, не может быть, проверь пульс, проверь, что он дышит. А я ему говорю, Лерон, он не дышит. Он на меня орет, не может быть. Я говорю, он не дышит, он мертвый. Я ору прям в телефон. И я его отключила. Я звоню подруге, пытаюсь ей объяснить. Я вся уже в слезах, вся уже в истерике. И подружка меня не понимает. Она звонит мужу, объясняет ему. Муж ее тоже не понимает. И он вызывает полицию и скорую. И когда скорая приезжает, они прям бежат внутрь. А я их успокаиваю, говорю, успокойтесь, он уже мертвый. Нету что быть в панике, он мертвый. Вы должны только, знаешь, как... Констатировать да, уже смерть. сказать, что это да. И все. Я слышал, и в сети есть информация о тебе, в том числе, что он оставил предсмертную записку. Это правда. Да, Можешь рассказать, что было в этой записке? я могу вам показать. Можешь показать? Можем ее показать? Он много не писал. Он, я думаю, начал письмо с этим, что я последний раз говорю, я тебя люблю. Последний раз я называю тебя зайка моя. А потом он пишет, я больше не могу жить. Я в первый раз делаю это для себя. Я больше не могу жить для других. Я хотел написать только бай, но я понял, что ты меня убьешь. Там дальше еще было, прошу забыть меня, прошу выбросить все мои вещи. Я был никто, что не мог не сделать ничего. Но даже тут он мне ничего такого не оставил. Я думала, он напишет мне почему. И он написал, ты поймешь почему, тебе будет легче потом. Легче не стало. И понять я до сих пор не понимаю. Ну, это связано непосредственно с 7 октября. Так ты это поняла по записке? Я пытаюсь это понять. То есть там четко про это не сказано? Нет. Судя по тому, что в записке. Нет. Все такое общими фразами. Общими фразами и непонятно. Потому что он реально был очень семейный, очень...
Он мне всегда говорил: я тебя не оставлю, я тебя не брошу, я всегда буду здесь, я всегда с тобой. И я его просила всегда: только не оставляй меня одной, не оставляй меня. Мне было очень тяжело, когда у меня мама умерла. И когда отца тоже, я с отцом не общаюсь. И всегда Игорь там был, и, знаешь, поддерживал меня и давал мне повод жить. А тут нету за кого поддержаться и сказать: будет хорошо. Он ушел, все ушло. И ты пытаешься бороться, ты пытаешься с детьми и быть мама и папа. Ну, как девочки мои говорят: мама, ты не папа. Ты нас не купаешь, как папа, ты нам не моешь голову, как папа, ты не готовишь стейки, как папа, и ты не умеешь шутки рассказывать, как папа, и ты не даешь тебя покрасить, и папа был такой, и ты другая. Я говорю: да, я мама, я другая, я не папа Игорь, я не буду папа Игорь, я не могу его поменять, я не могу его место забрать. И средняя моя: ну как мы сейчас будем без папы? Я говорю: как-то будь. Ты знаешь, вот тогда, общаясь с Игорем, вот яркое впечатление создало именно вот то, что он очень семейный. Вот то, что ты говоришь, что он Очень. любит детей, это было с первых фраз. Еще до того, когда мы начали снимать, общались, что семья, дети – это важно. И очень многие, кто его знал, естественно, и просто люди в сети это тоже очень подмечали. Когда я узнал эту новость, вот как раз, знаешь, момент, в принципе, в такое поверить трудно, да, вот, а еще, ну, тяжесть мысли, что ты просто знаешь, насколько человек был семейный и любил детей, тебя, семью, что он, вот, ну, оставил так семью, то есть это не укладывалось в Это не голове. кладется ни у кого, ни у меня, ни у друзей. И все говорят: это не мог быть Игорь. Сперва все подумали, что его убили, что это не он, что это не его тело. Тут поставили куклу какую-то и забрали его в шабак, в Мосад. А я говорю: друзья, это он. У меня брат, знаешь, как сказал? У меня младший брат, ему 23. И он такой, когда я нашла, они приехали сюда вечером, он говорит: Хен, зубы были? Я такая: что? У Игоря зубы были? Я говорю: ты чё? Хен, если нету зуба, это не Игорь, это кукла. Это Мусад, это тебе Мусад положил, и все. Я говорю: ты нормальный? Я говорю: я не верю в это. Вот как раз если посмотреть по сети, вот комментарии под интервью с Игорем, очень много об этом писали. Как раз вот эта мысль у людей, что это либо не Игорь, но самая главная мысль, что это убийство. Вот прям пытались разогнать этот фейк, да, что это он не Скажем сам, так, что его убили. если что это Мусад, я буду рада знать, что он где-то живой, что он хотя бы живой. Как друзья говорят: он через 20 лет вернется к тебе, в двери встанет и скажет: Зая, ты в это поверила? В эту шутку? Я же в Мусад пошел, ты что? И в убийца поверить, это было бы легче, если его бы убили, а не он сам себя. Потому что когда человек решает свою жизнь, это тяжелее, чем его убили. Потому что кто-то пришел, убил, забрал. А тут он сам решил уйти от нашей жизни. Это мне тяжелее принять, чем того, что бы его убили бы. Вот именно от его любви к семье, как Очень я тяжело понимаю, в это рождается поверить. этот слух, что он не мог сам. Нет. То есть и говорят, что его, видимо, убили. Но вот экспертиза, вот это все показывает, что это Это 100% самоубийство, и мы сделали все экспертизы, что можно было. Мы проверили на наркотики, на всякие там, знаешь, Он не был ни был под чем. чистый. Кофе. Там было Ни кофе. алкоголя, Нет, ничего не кофе. было. Только кофе. Кофе. Абсо- Кофе и сигареты. Абсолютно в трезвом уме. Что я очень хотела узнать, если там что-то, или кто-то ему положил что-то, или он таблетки взял, или экспертиз вышел чистый. Полиция, государство как-то тебе помощь оказывают? Финансовую, психологическую?
как от полиции, как полицейский, ты знаешь, тебе выплачивают пенсию его. Это все с полиции. 3 недели назад нам, слава богу, дали разрешение, то, что он халяль Мисрада Битахон, и мне платят еще зарплату от страны, от государства. А вот дети, как они, даже не знаю, как правильно тебе задать этот вопрос, восприняли эту новость, когда они поняли, что случилось? И как сейчас они с этим живут? Средняя и младшая были со мной, когда мы зашли домой. Старшая была в школе. Они сперва подумали, что он спит. Он выглядит, как будто он реально спит, спокойно. После того, что я их послала в комнату, я начала орать. Они очень испугались от моих криков. И когда воспитательница их вернулась, чтобы их вытащить с квартиры, Игорь уже лежал на полу с медиком. И мы просто их, знаешь, как мы стали перед Игорем, что они не увидели его. Они быстро их вытащили, и только утром меня вызвали перед похоронами, нас вызвали психологу детский, и мне сказали, ты должна им рассказать перед похороном. И мы сели на пол там у психолога, и мы сидим, я сижу, я плачу. И средняя моя подходит ко мне и говорит: мам, почему ты плачешь? А я говорю: я должна вам что-то рассказать. Она говорит: это насчет папы? Папе плохо? Я говорю: папе уже неплохо. Она говорит: я насела, они сели возле меня. Знаешь, тяжело объяснить ребенку, как папа умер, потому что сказать покончил с собой ты не скажешь ребенку 6 лет, и объяснить, что как-то он забрал свою жизнь, тоже ты не можешь, потому что для ребенка услышать, что папа решил свою жизнь, это тяжелее, чем нам, я думаю. Это, знаешь, как предательство, что папа решил такое. И я начала думать, как им правильно сказать. И я начала их спрашивать: вы помните, что с нами случилось 7 октября? Они говорят мне: да, мама, я помню. Я говорю: вы помните, что папа воевал? Они говорят: да, мама, мы помним. Я говорю: вы помните, как папе было больно, что он потерял друзей? Они говорят: да. Вы помните, сколько папа плакал за друзей? Я говорю: да. Они говорят мне: да. Я говорю: девчонки, вы знаете, как папа постоянно говорил насчет этой темы, что ему больно, что он хочет к друзьям, что он скучает по друзей, что мы ехали к ним на кладбище. Они говорят: да, мама, что случилось? Я говорю: вот это все, что с папой случилось, ему было очень больно. И когда сердцу больно, он иногда не может это выдержать. И у папы сердце остановилось, потому что у него было очень-очень больно. И они меня спрашивают: это говорит, что папа мертвый? Я говорю: да. Они говорят: ему сейчас больно. Я говорю: он сейчас ничего не чувствует. И они, знаешь, как будто отпустили это. Они поняли, что я сказала, что он мертвый. И младшая: мама, папа вернется? Я говорю: нет. Она говорит мне: никогда? Я говорю: никогда. Она говорит: мама, я могу в садик? Я говорю: да. И их отвезли в садик. Они вот это поняли и хотели быстро вернуться знаешь, в это ихнее место, спокойное место, там, где они все знают, где все знакомое. Они сейчас сидеть и плакать. Потому что даже они не плакали, они сразу попросили вернуться в садик, и все. Потом уже у них они на похороны не были, а на 30 дней они были. Они попросили. Как сейчас дети себя чувствуют? Нелегко. Постоянно папа так, папа был так, мама ты не так, ты не как папа. Но они везде, даже когда я еду на такси, на кладбище, мы заходим в такси, и таксист спрашивает: куда вам?
И Эва такая, мыть папу. Он такой, я не понял. У меня папа мертвый, я еду мыть памятник. А знаешь, таксист весь такой сидит, не знает, как себе. Она ему такая, это нормально, нормально, я привыкла. А я смеюсь, я уже не знаю, как... Ну, они дети Игоря. Они сильные, они смеются, шутки рассказывают, делают всякие ихние, знаешь, как... Если я тут отдыхаю, одна должна прийти на меня что-то разлить, одна приходит на меня с карандашом тут, одна то. Я говорю, вот, Игорь, скучно не останется. Получается, что у вас Игорь, ты, 3 дочери, и у вас еще собака тоже девочка. Да, То есть он был один мальчик среди 5 девочек, у нас правильно? на иврите называется шех. Шейх. Он был шейхом. 100%. И как он... Папа, подай тебе тапочки. то Папа, есть в хочешь этом плане. кофе? Папа, ты уставший, подними ножки наверх. А я? Ничего, мама, иди, там стул есть, иди сиди. Ему было классно, за ним ухаживали. Все, ему даже перед работой готовили кофе. Там стояли даже, ему было 3 годика только. Уже стояли, умели делать черное кофе для папы. Ну, А он не думал о сыне, хотел ли бы он сына? мы всегда думали о 4-го, но Игорь такой, я такой умею делать девочек. Врач ему говорит, нет, 5-й будет пацан. Он такой, я до 5-го не дойду. Ты чё, это много. Я говорю, ну, хотя бы 4. И он 2 месяца перед тем, что он умер, мы думали об этом. И он мне такой, я по ночам не буду вставать. Я говорю, в смысле? Если ты хочешь 4-го, я по ночам не буду вставать. Я говорю, тогда не хочу. Он такой, тогда не надо. Я такая, ну, Зай, давай, ну, нам скучно уже. Тебе скучно, ты спишь по ночам, я не сплю. Я такая, ну, Зай, давай. Он такой, посмотрим. И, как сказать, после похороны мне стало очень плохо. И подружки попросили, что я прошла, проверилась. И я узнала, что я беременна с 4-м. И он реально по ночам не будет вставать. Я буду одна. Ты сейчас беременна? Да, 4-м? 4-м. И это будет мальчик. И как он сказал? Ну, как я сказала сейчас, он реально по ночам не будет вставать. Должна как-то сама это сейчас делать. Нет у кого будить. Встань, накорми ребенка. Игорь, ну, получается, не знал об этом. Нет, потому что я думаю, что если он бы знал, я не знаю, если он это в конце бы не сделал, да, но он хотя бы попытался еще чуть-чуть это подтянуть эту резину. Но потом, я думаю, дать ему жить, но не жить, когда он это делает для тебя, и как он написал в письме, я первый раз делаю для себя, а не для всех. Я думаю, что если он хотел уйти, кто я? Как всегда, он хотел в полицию, он пошел в полицию, он меня спросил, я ему сказала, это то, что ты хочешь? Он говорит, да. Он сделал. Он сказал, Хен, давай поженимся. Поженились. Хен, давай ребенка. Сделали ребенка. Все, что он хотел, он это делал. Не важно, что кто ему говорил, знаешь, слухи, нет, вы молодые, вам это не надо, зачем тебе? Его ничего не останавливало. Может быть, ребенок, да, бы остановил сейчас, но ненадолго, я думаю. Потому что когда Игорь решает, он это делает. Это всегда было так.
Когда тебе ставят срок рода? 30 января. В январе уже. Ну, я думаю, мы обязательно заедем, тебя поздравим с этим событием.